Здравствуйте, мои дорогие, приветствую всех на канале. Сегодня будет разговор такой типа с подружкой, болталка, наверное, так. Начнем. Если тебе за 50, то это видео я записала для тебя. Не для той, которой нужно срочно похудеть, или для той, которая обязана выглядеть в 50 на 30, а для тебя живой, настоящий, уже много переживший и имеющий добротный жизненный опыт. И если это ты, садись поудобнее, никуда не торопимся, поговорим. Знаешь, что происходит с телом после 50? Оно начинает говорить с тобой честнее, оно не терпит насилия. И это не слабость, это мудрость. Живот, который ты так хочешь убрать, он от изнурительных упражнений не уйдет и строгих диет. После 50 кортизол, гормон стресса, буквально приказывает телу хранить жир именно там. В ответ на перегрузки, в ответ на страх, в ответ на «я должна». Что работает по-настоящему? Короткие, мягкие голодания. Например, просто не есть после 7 вечера до 8 утра. Никакого голода, никакого подвига. Я бы назвала это отдыхом от еды. Ну или, как делаю я, 36 часов ты просто не пьешь и не ешь. Просто 36 часов паузы, во время которой тело занимается собой. Но не делай ошибки, посмотри сначала подробные видео на канале в плейлисте «Сухое голодание». Там все подробно и просто, все найдешь. Растяжки по утрам. 10-15 минут, даже 5 я говорю. Медленно, можно желательно, с гантельками по килограммчику, не такие, не тяжелые, с дыханием. Не только для того, чтобы стать гибкой, а чтобы разбудить тело. Нежно, как будешь человека, которого ты любишь. Главного и самого близкого человека в твоей жизни. Когда я начала так делать, вот я мягко, но уверенно включаюсь, иначе мое тело спит целый день. Прогулки. Не спортивная ходьба с секундомером, а просто ходьба, без палок, без ничего, просто с удовольствием. Туда, куда хочется, где тебе приятно прогуляться. Место, где ты гуляешь, тоже, конечно же, очень важно, потому что мы напитываемся красотой, запахом цветов или чистого воздуха во время прогулки. У нас сейчас цветет белая акация, такой запах везде, как духи прям. И знаете, еще некоторые ходят все еще по 10 тысяч шагов каждый день. И если вдруг не получается, а на это нужно и время, и силы, тем не менее расстраиваются, и я даже часто слышу совершенно серьезно, они пытаются пройти больше в другой день, догоняя как бы самого себя. Но мы же не на Олимпиаде. Но это, конечно, с другой стороны, мое мнение. Как думаете вы, кстати, пишите. Есть такие люди другие, я беру конкретных людей, просто не называя имен. Вот хочется им поспать подольше, и есть такая возможность. И они, если дают себе возможность поваляться, потом встают с плохим настроением. Фразы веселенькие есть у таких, типа «надо все-таки вставать рано, в гробу отоспимся». И потом, проснувшись, если они пропустили завтрак, например, они едят все, что должны были съесть вот в течение дня, вместо того, чтобы просто пропустить прием пищи и спокойно себе отдыхать. Но нет, иначе они в плохом расположении духа. И вместо того, чтобы порадоваться, что у них есть возможность отдохнуть, они суетятся сами, не знаю зачем. А для меня, если бы мне надо было, например, ходить куда-то или ездить на спорт далеко, в зал или в бассейн, то для меня это сразу нет. Я люблю заниматься дома перед экраном с тренером. Сейчас миллион видео спортивных в Ютубе. Или сама заниматься без экрана в тишине. Но не тратить время на дорогу в зал. И вообще я не люблю спортивные заведения. Там мне душно, пахнет потом и так далее. Но все люди разные, конечно, и желания разные. Тело после 50 откликается на заботу и практически не откликается на давление.
Вот я научилась с годами, тяжело мне это было, беречь себя, облегчать свой труд или просто не делать лишнего. Не экономить время и деньги, а сделать так, чтобы я затрачивала меньше сил на бытовые дела. Это важно. Теперь давай честно. Ты уже смотрела в зеркало или перефразирую? Сколько лет ты смотрела в зеркало и видела недостатки? Живот, руки, морщины, уже не то. Но подумай вот о чем. Это зеркало никогда не показывало тебе, сколько раз ты держалась, сколько раз вставала, сколько тянула, заботилась, любила, работала. Тело не витрина. Это история и твоя история. Она достойна уважения, а не стыда. Перфекционизм в уходе за собой – это ловушка. Вот буду любить себя, когда похудею. Это отложенная жизнь. Жизнь происходит сейчас, в этом теле, в этом возрасте, сегодня. Попробуй маленький сдвиг. Место, что во мне не так, спрашивай, что мне сейчас нужно, чего мне хочется. Это другой вопрос. Он ведет совсем в другую сторону. Теперь поговорим про ментальное состояние. После 50 многие женщины впервые в жизни получают кое-что ценное. Право не объяснять себя. Дети выросли или вырастают. Чужие мнения начинают весить меньше, и вдруг появляется тихий вопрос. А что хочу я? Это не кризис, это приглашение. Для меня лично такой вопрос никогда не стоял. Я знаю, чего хочу всегда, но вижу, что гораздо больше женщин не знают, чего они хотят. Ментальное здоровье в этом возрасте строится на простых вещах. На тишине, которую ты себе позволяешь, на границах, которые наконец-то выставляешь, на том, чтобы перестать торопиться, спешить, доказывать. Медитация, дневник, чашка чая без телефона – это не какие-то мелочи, это архитектура твоего внутреннего покоя. А медитации, кстати, у многих в голове клише, но стоит попробовать. Просто сядь, очень удобно, расслабленно, тебе не должен никто мешать. Надень маску такую на лицо для сна, если светло, например. Надень наушники, включи шум природы любой, который тебе нравится. Шум моря, шум листвы, деревьев, там журчание ручья и так далее. Сделай медленно 3 вдоха и очень медленных выдоха. И расслабься полностью на 15 минут. Вот не думай ни о чем, пусть голова будет пуста. Сразу не получится, но постарайся, ты научишься. Это восстанавливает, и ты получишь ответы подсознания. Просто освободи голову от мыслей. И еще одно. Тревога о внешности, если она есть, очень часто это тревога о чем-то другом. О том, замечают ли тебя, нужна ли ты, есть ли у тебя место. Ты есть, ты нужна, твое место никуда не делось. Уход за собой после 50 – это не марафон преображений. Это ежедневная маленькая нежность к себе. Нанотехнологии ухода за собой сейчас делают вот незаметно тебя ухоженной и красивой. Я точно знаю, что многие просто ложатся спать, ничего не делая для себя. Даже маску раз в неделю сделать лень. Говорят, нет времени и сил. Но это неправда. Надо правильно распределять силы и время. Крем, который ты наносишь, не потому, что надо бороться со старением, а потому, что тебе нравится этот ритуал. Запах, и вот эта минутка только для себя. И говори себе приятные вещи. Слова меняют структуру внутри тебя. Стрижка, которая тебе идет, не которая молодит, а которая идет. Одежда, в которой удобно и красиво, а не в которой не видно живота. Ты не обязан ничего скрывать. Питание без фанатизма. Больше настоящей еды, меньше суеты вокруг еды. Сон – это не роскошь, это база. После 50 сон восстанавливает буквально все. Гормоны, кожу, настроение, волю. 50 плюс – это не финишная прямая. Ну и не жизнь, конечно, только начинается, это было бы странно. Это, возможно, самый свободный период твоей жизни. Ты уже знаешь, что важно, уже знаешь, что происходит, уже умеешь отличать панику от реальной проблемы. Твое тело заслуживает заботы, тихой, последовательной, без наказаний. Твоя психика заслуживает покоя, честного, без самокритики.
Твоя жизнь заслуживает того, чтобы жить ее сейчас. Не после похудения, не после приведу себя в порядок, а сейчас, в этом теле, в этом возрасте. Ты уже достаточно хороша. Пересмотри видео, вот когда зеркало снова будет говорить тебе лишнее. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам видео понравилось. А с вами была Наташа. До новых встреч. Пока.